Всем привет, меня зовут Веруша. В этом видео я буду говорить о том, что не нравится женщинам в современных мужчинах. Вот к этой теме недовольства мужчины и женщины я решила подойти и посмотреть под другим ракурсом, с другой стороны, чтобы показать женщинам, что их претензии часто бывают надуманные, и того человека, которого они себе загадывают, того мужчину, его в природе не существует. Что можно часто услышать сейчас от женщин вот в этом мире женском, в окружении, что мужчина измельчал, мужчин нормального уже не встретить, что это раньше еще было, сейчас уже таких не выпускают, их нету. На что, конечно же, мужчины сразу реагируют и говорят, что ну да, те женщины, которые раньше были, те, которые хорошие такие, их как будто пачками сейчас мужчины встречают, вот эти вот верные, которые были невинные и выходили замуж за одного мужчину и были с ним весь жизненный путь. Вот эти вот хранительницы домашнего очага, помощницы мужчины, ну и так далее, и так далее. То есть, конечно же, с этим сейчас тоже большие проблемы, об этом я говорю на своем канале. Ну и мужчины еще говорят, что вот этот вот, чтобы получить вот этот значок настоящий мужчина, нужно быть таким обеспеченным, как они вот это вот называют, и преклоняться перед женщиной и, значит, соответствовать ну, тому, что она говорит, выполнять вот это вот. И особо таким немножечко бесхребетным надо быть, без характера, чтобы, значит, ну, тогда вот как бы на кон ставится вот это вот... если ты там противишься, то у тебя нет отношений. Если не противишься, то есть, да, вот... Ну, мужчин-то многие не соглашаются и, в общем-то, правильно делают на то, чтобы постоянно во всем соглашаться с женщиной. Неправильные ролями сейчас поменялись, и вообще немножечко мир перевернулся, мужчина и женщина, да, ролями поменялись. Поэтому сегодня я в этом видео буду показывать со стороны, что вот эти надуманные претензии, спор же он давно уже пошел и будет дальше, мне кажется, продолжаться. Вот эти точки соприкосновения сложно найти, но особенно сейчас женщины очень избалованные мужским вниманием, и поэтому они себе многое позволяют. Ну, не зря вот эта статистика, что сейчас с каждым годом женщин становится все больше и больше одиноких, и более несчастных, она будет только увеличиваться. И все это на самом деле довольно грустно. Поэтому надеюсь, что это видео окажется кому-то полезным. Просто так со стороны посмотреть, что, в общем-то, можно собак немножечко и приспустить. Я по традиции начну с введения. И вот представьте универмаг, где можно выбрать мужчину. И одна женщина решила заинтересоваться и прийти, ознакомилась с правилами. И там было указано, что в универмаге 6 этажей, можно остановиться на каком-то из них и там выбрать себе мужа. Но самое главное правило — нельзя спускаться. И на первом этаже она увидела вывеску, что здесь есть мужчины, которые работают, у которого есть работа. Женщине этого показалось мало, и она последовала поскорее на второй этаж. На втором этаже было объявление, что здесь мужчина, который работает и который прекрасен с собой. Женщина улыбнулась, но тем не менее поспешила подняться на третий этаж. На третьем этаже были мужчины, их много, которые работают, которые прекрасен с собой, которые любят детей. Женщина также умилилась, улыбнулась, но тем не менее не задержалась на этаже и поднялась на четвертый. На четвертом этаже в объявлении женщина увидела, что здесь мужчины, которые работают, которые ослепительны внешне, любят детей и при этом помогают по дому.
женщина воскликнула: «Ого, есть же такие!», но тем не менее все равно не остановилась на этом этаже и захотелось чего-то большего. И она поднялась на 5-й этаж. На 5-м этаже мужчины, которые работают, которые любят детей, которые хороши собой, помогают по дому и романтичные. Женщина воскликнула: «Вот это да, потрясающе!», но тем не менее что-то все-таки ей подсказало подняться на последний, на 6-й этаж. Поднявшись на 6-й этаж, она увидела значит, объявление, что вы в очереди после 280 тысяч женщин, и на этом этаже нету мужчин. Это еще раз доказывает, что женщина никогда не будет удовлетворена тем, что у нее есть. Ну, на самом деле у меня есть знакомые такие женщины, которые, вот у них хороший уровень, то есть муж хорошо зарабатывает, и муж очень привлекательный, или там уровень жизни сам хороший, ну то есть люди могут себе многое позволить, но тем не менее постоянно есть какое-то недовольство. Вот, и я каждый раз удивляюсь, вот вроде бы все прекрасно, вроде бы все хорошо, у многих этого нету. Они ездят в те места, в которые люди себе да никогда в жизни не позволят, к сожалению. Была бы моя воля, вот прям мне бы хотелось, чтобы все вот так вот свободно вот, перемещались туда, куда они хотят, и чтобы очень много было благ у людей. Но, тем не менее, вот так вот у нас устроена жизнь, что очень много такого неравенства и несправедливости. Но вот здесь вроде бы ситуация не такая. Все у людей, все у женщин есть. Но все равно постоянно вот эта вот нехватка, она, конечно, очень-очень чувствуется вот это вот в женщинах, что меня все время удивляло. Ну, какие основные такие претензии женщины предъявляют мужчинам? Ну, во-первых, что, значит, естественно, финансовая сторона, но об этом я тоже много на канале говорила, что мужчина там не соответствует, там, ну, что работа плохая, что денег мало. Да, то есть здесь, конечно, сейчас у нас мир изменился, и у нас уже чувство и любовь, они уже оцениваются именно в эквиваленте таком, что если мужчина успешный, я его люблю. Ну, если у него все складывается с работы, деньги есть. Если нет, то такой мужчина как бы не достоин там любви, да, по мнению там какого-то количества женщин, их там тоже научивают и все. Ну, вот это вот печально, да, есть даже, знаете, какие-то видео такие мне попадались недавно, когда, значит, там кто-то там на экране, какая-то известная ведущая говорит, что, вы знаете, я там, ну, я не люблю своего мужа, но мне с ним хорошо, я даже не представляю, вот если бы я его любила, и как бы мы с ним жили бы, мы с ним вообще. И тут, конечно же, многие вот, да, мне там бабушка, дедушка говорила, что выбирай с тем, с кем комфортно, а не того, кого любишь. Ну, все-таки как бы я больше про любовь, а я больше про чувства. Я считаю, что все-таки, например, дети, они, конечно, должны рождаться по большой любви. А это происходит только когда ты встречаешь человека и понимаешь, что именно вот от этого человека ты хочешь ваших общих детей. Ну, еще претензии, конечно, это то, что, значит, чтобы мужчина вот сейчас любит женщины гайки, скажем так, закручивать, вот задушивание, вот этого, что свободы у мужчины нету, и постоянно, чтобы мужчина выполнял все то, что говорит женщина. То есть последнее слово не за мужчиной, как за сильным полом, а последнее слово за женщиной. При этом женщины сами, вот абсолютно неправильно и надуманно, женщины сами из мужчин делают вот таких вот слабых сами делают. Еще одна претензия то, что мужчины там не считывают их желания. Вот я знаю лично девочек, которые, ну, вообще женщины на многое способны. Женщины способны на то, чтобы сказать, что это твой ребенок, на самом деле это не твой.
вот так вот, скажем, ей надоело все время уговаривать на общих детей, когда мужчина не хотел. То есть, по мнению женщины, это было правильно. И при этом, значит, на самом деле потом жизнь показала, что это была большой ошибкой, и там проблемы уже с ребенком из-за этого, со здоровьем. Но вот женщины на многое способны. И вот она, значит, покупает букет себе, чтобы показать мужчине, что вот она сказать-то не могла на самом деле, чтобы показать, что вот смотри, значит, ей там кто-то там из подружек якобы подарил этот букет, а ты как бы не можешь. То есть она, естественно, уже разыграла у себя в голове спектакль, что сейчас вот у нее спросят, откуда этот букет. И она, естественно, скажет, и он догадается, что, оказывается, ей надо дарить цветы там, и так далее. Вот, ну то есть это какой-то детский сад, который, к сожалению, во многих женских головах все равно сидит, как будто мужчина-экстрасенс и должен все это считывать и так далее, да. Вот, вместо того, чтобы как-то просто по-взрослому объяснить. То есть я до сих пор, честно говоря, не понимаю, вот, что, ну, вот это вот 100% тоже надуманное у женщин, что мужчина должен какие-то желания женские считывать. Это как бы типа будет им приятно. Ну, еще спор идет, что женщины не хотят быть домработницами, вот, с сиделками, ухаживать за мужчинами, повара, уборщицы и все остальное. Вот это вот, что, значит, все, времена прошли, поэтому мы сейчас ничего не хотим делать. А мужчины говорят, что вообще-то вот там один мужчина говорит, меня папа научил с детства, что я должен все сам делать. Тем более техника помогает, уж как-то вот еду сами мужчины прекрасно готовят, и все остальное. Это не самый главный критерий в жизни, здесь уже важно порядочную и настоящую спутницу жизни, с которой можно этот путь пройти, найти, чем вот этот вот важнейший критерий. Нет, это тоже надуманное, что мужчины, ну, в России у нас мужчины еще как бы остались, все-таки я буду объективна, те, которые хотят на самом деле какое-то количество, чтобы женщина и послушная была, вот эти две связки, чтобы она там, значит, убиралась и действительно. То есть у женщин часто претензия, мужчина на диване сидит, а я, значит, там и пастерушки, и это, и то, и приготовить, и пятое, и десятое, и компот, и все остальное. Вот это вот вечная такая жизнь, вот эта карусель такая вот радости, праздника, счастья. Мужчина как аниматор должен на задних лапках все время перед женщиной быть, организовывать все, и то жизнь, она не такая, как все время вот этот начальный этап там романтика, она, конечно, складывается, там события какие-то прилетают нам в жизнь, которые мы должны решать, и все это иногда не относится к празднику и радости, и счастью. А женщины хотят только этого. То, что транслируется, они видят и думают, что действительно так вот. Например, вот этот фильм «Красная комната», вот это вот бизнесмен, самолет, да, ничего не надо говорить, он исполняет желание, только вот глаза закрыть, и она уже оказывается там в шикарной квартире. Ну, я вот уверена, что даже голливудские звезды, на самом деле, те, которые там снимались в этом фильме, что они так не живут. И поэтому все это надуманное, и очень жалко девчонок, девушек, женщин, которые, к сожалению, пребывают в этом мире фантазии. Я надеюсь, что все-таки женщины передумают все и изменят политику отношений, скажем так, будут более благосклонны к мужчинам. Думаю, что мужчинам очевидно, что все, что я перечислила, это совершенно не имеет отношения к настоящим чувствам. Надеюсь, что и у женщин тоже эта мысль возникнет. Всем спасибо большое за внимание и увидимся уже скоро в новом видео. До встречи, пока!